Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень, high-end и не очень аудиогаджетов. Я уже говорил, что TRN в принципе не заносят или заносят очень уж избранным. Поэтому блогерам их хвалить как-то непривычно и неудобно. Максимум это снисходительно выдавить что-то типа минимального одобрения, мол, ерунда, но в целом неплохо. Вот и с TRN V90S та же беда. Чего только не наговорили о них. И поломали там все, и частоты пропали. Вот странно, арматуру добавили, а частоты пропали. И вообще все ужасно и плохо. Вот KZ, ZAX, да, Король и Хитяра там долбит мощно. А тут что? А тут все очень даже неплохо. Понятное дело, со следующего года нас ждет волна новинок с новыми арматурами. А это вот модели, так сказать, на излете, показывающие максимум, что можно сделать с прежними драйверами. Ну то есть все точно проверено и осталось только играть с тюнингом. Дизайн корпуса привели в соответствие с текущей линейкой наушников TRN, что в принципе со стороны смотрится отлично. Ну а то, что корпус не литой металлический, а пластиковый фейсплейт, штампованный из тонкого алюминия, это уже детали. Комплект поставки менять не стали, а вот внутренности сейчас выглядят так. Старый знакомый 10-мм динамический драйвер и 5 балансных арматур. Не менее знакомые и привычные 3,50-060 для воспроизведения средних частот и такие же добрые наши друзья 2 штучки 30-019. Конечно же кастомизированные. Но вот заключается ли кастомизация в чем-то кроме вставки кусочка хлопковой ткани, это я не могу сказать. Да и какая разница. В уши садятся в V90S стандартно хорошо, комплектные амбушюры вполне приличные, но я все равно их заменил на сторонние, привычка. И да, кабель стандартно никакой, я вообще забыл о нем. По набору драйверов сразу понятно, что это продвижение идеи VX в сторону легкого абсурда, что звучать они будут светлее, звонче и чуть попроще. Так и есть. Звук у них резкий, плотный, бас достаточно умеренный и собранный, но местами легковесный. Саббас вроде бы тоже имеется, но тоже очень короткий. Бум и все, без послезвучий. Атаки все так же резкие, четкие, что делает долгое прослушивание не слишком комфортным, слишком все бодро и жестко. В области средних частот никаких сюрпризов, все тот же немного умеренно светлый, чуть агрессивный звук, сцена вполне себе широкая, а вот высокие наоборот еще больше высветлили и явно прибавили в деталях. Получается, что это такое же драйвовое звучание, что и VX, только еще светлее и ярче. Возникает вопрос, переигрывают ли они прошлую версию. Но я бы сказал, что нет. Звучат иначе, более богато и широко, но однозначно суше и резче. Достаточный ли это повод для замены, я не знаю. По мне так нет, я буду скучать по старому звуку. Так что пока ставлю обе версии. А вот с V80, наверное, пришло время попрощаться, увы. Они уже не радуют на фоне новинки. А я ведь даже обзор на них не сделал. Но вот это упущение легко ликвидировать. Однозначно напрашивается прямое сравнение с V90 и VX, и я его сделаю в ближайшие дни. Вообще, V90S по звуку больше похожи на чисто арматурные наушники, а не на гибриды. Надо отдать должное, TRN упорно продвигает свое звучание и практически уже создали свою собственную нишу. Мой любимый с недавних пор тестовый трек на предмет баса Элфи от Канка звучит отлично. Бас не давит с собой все, а наоборот выполняет функцию поддержки. В любом случае, хоть подобную музыку и можно слушать в этих наушниках, но это не их профиль. Хотя, если включить новый альбом Ая, французской певицы Ая Накамура, получается, очень слушабельно. Это смесь французской поп-музыки и хип-хопа, бас вполне насыщенный, вокал яркий и сильный, а высокие, конечно, очень ясные и звонкие. Если есть желание слушать музыку с более темной подачей, с меньшим количеством высоких частот, то, наверное, нужно смотреть в сторону других наушников. V90S любую музыку подают ярко, светло, бодро. Тяжелый рок звучит интересно и немного злобно, но тоже без темноты. Главное, что гитары отлично слышны и весьма агрессивны. Альбом Dearly Departed группы Adrenaline Mob это отлично демонстрирует. Агрессия, резкость, то что надо. Но долго, конечно, не выдержать. Другими словами, я бы не стал советовать эти наушники как единственные на все случаи жизни. Джаз, прогрессив рок, все очень хорошо слушается, с учетом, конечно, особенностей подачи. Напомню, все будет звучать резко, светло и сверхбодро. Если это не пугает, то удовольствия масса.
Если же есть стремление слушать мощный бас с протяженным саббасом, то это однозначно не тот выбор. Как вы уже помните, я люблю периодически послушать яркие наушники, поэтому очень ценю такое звучание, хотя и понимаю все его недостатки. Не так много производителей решаются на подобный тюнинг. Уверен, что и TRN от него со временем уйдут, но пока что можно слушать и радоваться. Как всегда, это было исключительно мое личное мнение и мои впечатления. У вас все может и должно быть иначе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. На этом все. Пока!